временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Друзья, всем привет! Сегодня я на реке буду ловить с лодки. Из интересного, приехал я с самой зари, одна из причин, потому что скоро тут все накроет дождем, поэтому на рыбалку времени не так много. И, собственно, почему я сюда приехал, одна из причин — это как раз дождь. В других местах накроет дождем гораздо быстрее. И вот уже тут такая пасмурная погода для белого хищника, она не особо подходящая. Может быть, будет и щука клевать, не знаю, посмотрим. Но пока я собрал такую легкую снасть, ну и посмотрим, как пойдет дело. Итак, погнали! Итак, бегло по снастям расскажу. Традиционно спиннинг у меня легенький. Это от Margie Craft. Называется он Faircast. Моделька у нас FCS T762L с тестом от 0,5 до 7 грамм. Ну, бюджетная палка, я уже 100 раз про нее рассказывал. Но зато служит верой и правдой. Так, катушка у нас тоже бюджетная и вообще уже древняя. Это Цуриное F2000. Ей уже 100 лет в обед, но до сих пор работает. Не знаю, когда она сдохнет, но пока не собирается. Уже больше десятка лет, я не знаю. Сносу ей нет. Шнур у меня Циклон 0,8 по японской классификации. Ну а воблерки, там приманки буду менять по ходу действия. Отличный крэнк от Lure Max. Такой расцветочки под натуралку больше. Он мне с самого начала понравился. В общем, разловил я его на первой же разведке. Потом следующая рыбалка прям подтвердила очень хорошо его работу. Головлю очень нравится. Ну и окунь тоже клюет. В общем, такой он прикольненький. С широкой лопатой, красными глазами. Ну, такая вибрация у него интересная. В общем, я прям могу вам его рекомендовать. Есть. Ух ты. Второй заброс, ребят. Второй заброс. И поклевка. Окунь. Хороший окунь. Смотрите, какой окуняра. Вообще кайф. Тихо, тихо. Ребят, второй заброс. И вот сразу же всадил. Окуняра такой хороший. Накабуто. Отличный крэнк от Lure Max. Гляньте, какой красавец. Все, гони. Начало положено. Ну-ка. Ну, что тут еще кто сидит? А я такую аккуратненькую проводочку делал. Сперва на снос, а потом тут как бы обраточка небольшая в нее. И вот он там как раз стоял. Блин. Не понял. Там нет никого, да? А нет, есть. Есть голавля. Ну так выскочил. Обалдеть. Ну вот, как будто снова работает. Поймал на заре. Прям самый первый голавлик.
кинулся как подорванный. Как он, интересно, ему тройником просандолил обе челюсти и закрыл пасть. О. Что-то тронул, как будто бы. Оп, опять какие-то ударчики легкие. Да, догнал таки. Я от того берега преследовал. Раз ударил, два ударил. И только на третий раз взял. Красопет. Все. Без фотки ушел. Ну да ладно. Ну так классно, я еще закинул. Легенький удар совсем такой. Пам! Думаю, как будто за что-то, может, за коряшку дотронулся. Потом дальше опять пам. И в третий раз он садил, преследовал под самого берега. Ребят, я решил немного изменить тактику. В общем, я сейчас проплыл по точкам, где я раньше ловил головля, где я точно знаю, что он стоит. В общем, поклевок мало, явно голавль не активный. Я сейчас просто заплыву сильно вверх на новые участки и пойду оттуда сплавляться. И таким образом сильно, может, даже не буду нигде задерживаться, буду плыть, кидать. Ну, если найду интересное место, остановлюсь, конечно. Ну, как-то так. Ух ты, удар. Удар. Но не засекся. Удар был хороший. Ну, тут явно головлиное место такое. Завал корягами, ускорение течения. Есть и струя, и затишок. Был бы головлем, тут бы стоял 100%. В общем, головль ударил, укололся, похоже. Я думаю, что смена приманки может помочь, потому что он больше не клюет. Поставим сейчас другой воблерок. Он менее глубокий и другой расцветки, но тоже крэнк. А вдруг? Вот такой интересный крэнк от Lure Max. Называется он Хобба. Давайте поближе посмотрим. Хобба 36F СССР, весит 3,5 грамма. В такой расцветке, темненькой, с яркими полосками. Он, кстати, я думал, что он там, да, плохо виден в воде будет, особенно в пасмурную погоду, но нет. В воде он смотрится совсем по-другому. Он достаточно такой яркий получается и заметный. Блин, идет он у меня вообще не глубоко. Ну, отлично, мне прям понравился.
как играет в воде, как себя ведет, как виден. Классный. В общем, хороший воблерок. Блин, опять ударил. Исход. Уже на другой воблерок. Это у нас тоже, кстати, крэнк от Lurmax, Hobba называется. 36F. Вот что ему надо. Почему он не засекается? Интересно, это тот же голавль был или другой уже? В общем, явно сегодня голавль какой-то неактивный. Капризничает. Видимо, погода ему совсем не нравится. Есть. Ух ты. Прям хорошее что-то. По ощущениям. Сопротивляется хорошо. Попробую его аккуратно вывести, чтобы он не распугал тут остальную рыбу. Ага. Не факт, что получится. Хороший такой голавль. На этот раз все-таки в траву залез, да? Ух ты какой! Не прячься. О, классный. Видели? Ну такую. Грамм 500-600 точно. Камера вовремя села. Мы тебе еще независимо сфоткаем. Отлично отработал крэнк от Lurmax. Это Hobba. Классный. Вот на него уже было несколько поклевок. Бьет. Да и не только на него. В общем, как-то голавль сегодня очень осторожный. Бьет и не засекается. Ну и вот тут уже я его все-таки выманил. Классного. Гляньте какой. Серьезный такой пацан. Ну да. 620 грамм. Отлично такой экземплярчик. Помчал. В общем, я решил немножко поменять тактику. Не разбрасываться по приманкам. А выбрал вот два воблерка, которые сегодня единственные работали. И каждое место интересное буду прокидывать сначала одним воблером, потом другим. Ну и смотреть на результат. Ух ты! Есть! Под деревцем стоял. Красотпит. Иди, дорогой, сюда. Ух ты, ё-моё. Надо сваливать. Да. Тихо. Харе орать. Спокуха. Ну вот такой. Не крупный, опять Hobba отработал.
Ну вот еще один солдат этой реки. Ну, такой не особо крупный, но нормально, так под деревцем стоял. Саданул так, как положено. Вот прямо новый кренк мне тоже уже нравится. Очень сильно. Ну, давай. Гонщик серебряной мечты. Ё-моё. Ничего себе! Вот это бешеный. Красава. Сандил. Правда, закровил тут. Кинулся вообще как бешеный на моего кренка. Ну, хобот прям работает вообще отлично. Сегодня в ударе. Так, ну ладно, сейчас быстренько буду отпускать. Все. Ух ты! Сразу же под бережком стоял. Этот красавчик стоял прям под бережком, под обрывом, под самим урезом берега. Воблер буквально только коснулся воды. Бам! Сразу всадил. Все, ребят, рыбалка подошла к концу. Буду сейчас собираться. Дождь так и не пошел. Прогноз погоды у нас, конечно, умеет прогнозировать. Но, правда, он ходил тут вокруг да около. Парило, ну, чувствовалось, что он где-то рядом. Но так и не пошел. В итоге моя рыбалка превратилась в состязание двух воблеров. Оба от Lure Max. Это Кабута и Хобба. Оба классных воблера, вопросов к ним нет. И если в начале Кабута лучше работал, но он мне вообще сейчас как разведчик, по сути, то потом уже лучше стал работать Хобба и вытеснил Кабута. И, в принципе, на него было уже больше поклевок. Прям вообще отлично работал, неожиданно. Хотя в предыдущей рыбалке альтернативы Кабута тут не было. А это говорит о том, что голавль настолько капризная рыба, что ей то подавай цвет не тот, то форма, то игра. В общем, вывод какой? У спиннингиста должен быть большой арсенал разных приманок. Потому что настроение у голавля может быть абсолютно любым. Так что вот такой вывод. Буду я собираться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал и на мой телеграм-канал. А у меня на этом все. Всем счастливо. Всем пока.